Всем привет! Это вторая часть моего отчета о походе в город Скурунда-1. Его историю и начало обзора вы можете посмотреть в первой части, перейдя по ссылке в аннотации или описании к ролику. В этой же части мы осмотрим жилой городок военных. Брошенный на произвол судьбы, типичный заброс. С каждым годом он будет все более и более уходить в историю. Вашему же вниманию представлены съемки июня 2015 года. Поехали! Какой красивый видеоряд. Мне бы так делать. А части действительно клевые. Выдержали поход на перевал Дятлова. И со мной уже 14 месяцев во всех моих вылазках, походах и поездках. Так что рекомендую. Ссылка, по которой перейти, как обычно, в описании к ролику. Идет человек пешочком в нашу сторону. Ну, в принципе, он нас уже увидел 100 раз, и мы его 100 раз увидели, поэтому идем навстречу к нему. Короче, там стоял чел такой, типа, я полицию, по-латвийски что-то там, вызову полицию, но нет дороги, вся херня. Он по-русски ни хрена не может говорить, и по-английски тоже нифига не может говорить, бедняга. Поэтому мы, грустно повинившись, конечно, да. Вообще, на самом деле, ситуация, не люблю такой, стоит какой-то чел, вообще абсолютно левый, и говорит, нет дороги. Послать его в пень, но так как... Да, так как мы если были в России, мы бы так и сделали точно. Да, но так как мы тут сейчас на птичьих правах, поэтому, естественно, мы пошли обратно, и сейчас долбанем небольшого кругаля. Точнее, отойдем для начала со створа и дороги, чтобы нас не было видно. И посмотрим, подумаем, как можно обойти другим способом. Сейчас вначале отойдем. Не будем здесь совещаться на створе, где мы видны. Мы причем уйдем в другую сторону. Да. Так, ребятки, те места нас ждут. От них по прямой нас отделяет пруд, поэтому мы обойдем его слева, через стрельбище. Пойдем к домам. Нас будет прикрывать от прямой видимости возможной охраны, которая там ходит, вот этот дом. Ну, а там уже дальше по факту разберемся. В принципе, конечно, не обязательно ходить прямо по всем домам. Так, осмотримся, что как. Хотелось бы посетить водонапорную башню еще, которая находится несколько правее. За деревьями не видна. Но по факту посмотрим, что к чему. Пробираемся, господа, к городку. Благо растительности много, и она нас немножечко скрывает. Но сейчас надо включать режим тишины. Там виднеется дом, здесь какое-то подобие тропы, но мы не пойдем по тропе, мы пойдем немножко в сторонке. Надо действовать нелогично. Заходим прям как в Припять. Аккуратно, шкерясь. Единственное, что сейчас лето, не осень, как тогда, но такие же заброшенные дома и, в общем, мрачные перспективы. Нам в этот дом. Сейчас план примерно такой. Мы доходим до него, пробуем забраться внутрь, вкратце осматриваемся, что внутри, выходим с той стороны, потому что здесь прямо уходит улица, в створе которой мы будем хорошо видны, и пробуем бочком немножечко пробраться внутрь. Ну, в принципе, суть этого городка, я думаю, будет понятна по этому дому, но интересно же посмотреть чуть-чуть в глубине. А потом уже валим. Ну, надеемся сами. И даже колючая проволока и ограда, которая идет по периметру городка, немножко напоминает припятскую серию мою. На домах еще сохранилось остекление. Обратите внимание. Причем по всем практически этажам. Так что в данном случае сохранность, конечно, повыше припятской, но и город был заброшен на 1,5 десятка лет позже почти. Остатки обоев почему-то выдранных и сброшенных вниз унитаза, битые стекла внизу, умывальники и некоторое количество вещей. В общем, я так понимаю, здесь, конечно, работали некоторые вандалы, но, тем не менее, не так сильно они успели поработать. Интересно, конечно же, попасть внутрь. Понадеемся, что у нас удастся. Увидел открытое окошко. Сейчас, пожалуй, в него и заберемся. Мы внутри. Сейчас немножко осмотримся. Такая вот комната. Обои, естественно, немножко порастают медным тазом.
Я взял в руки софитик. Пойдемте немножко пройдемся внутрь хатки. Ох, как здесь неудобно. Кустик почему-то засох. Видимо, его не поливали. О, даже выдрана ванна. Вообще ничего не оставили. Интересно, зачем это так было делать здесь? А так вот на веревочках здесь сушилось белье в свое время. Чей-то странный мародерский гений решил снести сюда несколько унитазных бачков, которые благополучно здесь и валяются до сих пор. Конечно, хатки мелкие, хрущевки настоящие, ну и кухонка. Оп, открываем, попадаем и видим, что ничего здесь нету. То есть выдрано вообще все. Но осталась сковорода. Сковородушка. Эх, ща яишенки бы отведать. Я как раз люблю яичек на 6, на 7 яишенку с перчиком, с тушеночкой. Кажется, сказывается голод. Андрюха там искал. Мы там, нет, есть охота. Выключатели, кстати, похожие на ту серию, которая использовалась тоже в припятских хатах XXL. Так, ну что, стартуем, открываем. Оп, а здесь пазик. Пойдем в пазике запустим. Давайте сходим в соседнюю квартиру. Нам сейчас на 5-м этаже видно, тоже хорошо будем. Нам попалась однушка просто тесная, а здесь немножечко попросторней. Здесь такая просторненькая двушка, да, получается? Двухкомнатная квартира. Там. Батареи нету, все сдано. И почему я не удивлен? И кухня. Нирвана, Курт Кобейн жив. Жив. Почему такие безграмотные люди? 31 квартира. 2 этаж. Давайте на самый верх. Характерные надписи встречаются на дверях под названием «Чисто». Дверь вообще, видать, с ноги выбивали. Хозяева, наверное, когда уезжали, закрыли ее по привычке на замочек. Но не срослось когда-то им тут побывать. Не знаю, какая судьба у этих квартир была после остановки деятельности радиолокационной станции, но я думаю, что когда отсюда уезжали, понимали, что уже навсегда. Вот. Тем не менее, на дверях вот эти надписи «Чисто». Видимо, мародерчики вычищали это все дело на металлолом, а может быть, какие другие дела. Я не думаю, что это чисто в радиоактивном плане. Вид из окна квартиры 5-го этажа, точнее с балкона, открывается примерно вот такой вот. Уже, конечно, подзаросло. 15-17 лет назад деревья были поменьше немножко. И, как всегда, трудно поверить, что здесь когда-то были дороги, освещение, бегали дети, ходили мамы с колясками, вояки деловито шагали или ехали к месту дежурства. Как всегда, тлен, уныние. Что-то, ребята, у нас слишком пессимистичная нота. На самом деле, кто следит за новостями, те в курсе, ну а кто не в курсе, я так вкратце расскажу, что да, не действует, да, распилено, да, взорвано, но в настоящее время у нас на территории Российской Федерации вводятся в действие радиолокационные станции типа Воронеж. То есть, в принципе, наши тылы, наши фронты прикрыты радиолокацией. Поэтому, конечно, да, грустно, жаль, что это все кануло в небытие. Но, тем не менее, у нас есть те технические устройства, которые помогают нам следить за воздушным космическим пространством, что, в принципе, радует. Ну, а так, конечно, да. Эх, печаль. Особенно представляю печаль тем, кто здесь прожил не один год и у кого с этими местами связаны воспоминания. Так вот это все выглядит из окна. Несколько домов, и тут на самом деле не так и много. Добротные, из кирпича, пятиэтажечки. Снизу там какие-то деревья, остатки валяются. Где-то трава, даже не особо сильно заросло. И покрышечки, которые так любили вкапывать. Полисадничек. Ну или для детей развлекаловка.
нашел остаток газеты, лежащей здесь на полке. Конечно, она вся в обрывках, но где-то, вот указана дата, 11 января 95 года. И все по-русски написано. Видимо, тогда еще была газета. Кстати, не знаю сейчас вообще, насколько много газет выпускается на русском языке в Латвии. Вот здесь не буду ничего говорить. Тем не менее, данный образец на русском. 95 год. Ох, нелегкие времена в стране были. 95 год. Ё-моё. Привет, Чечня. А вот и социум там уходит вдали. В лице троих товарищей. Блин, мне через деревья не нацелиться. Вон целая бригада ребят прям идет. 6 человек. Немножечко мы посмотрели один из подъездов этого дома. Теперь мы выбираемся обратно таким же путем, как зашли через окно. Проходим за домом и немножечко углубимся внутрь. Я вообще, конечно, хочу добраться до водонапорной башни, дабы посетить на данный момент один из самых высоких объектов, который я здесь видел. Я не беру в расчет ту дымовую трубу, которая смахивает маленько на Пизанскую башню, потому что я и так не люблю кирпичные трубы со скобами, потому что скобки могут в руках там остаться. А еще к тому же... Да, она еще чувствуется в ней такая уверенность в будущем, поэтому лучше на водонапорную башню. Главное до нее добраться, и главное, чтобы там была хоть какая-то лестница. Кстати, почтовых ящиков тоже не сохранилось немножко. Короче, Андрюха бедняга натер себе адскую мозоль и уполз, уковылял в сторону машины обратным путем. А я не оставляю своего желания попасть в водонапорную башню, поэтому сейчас один пробираюсь тут по этому городку. Встречаться с теми 6 амбалами вообще не входит в мои планы. И даже, наверное, с какой-то стороны лучше, что Андрюха ушел, потому что я буду один оперативней. Все-таки с мозолью ты особо много не набегаешь. С другой стороны, когда стрёмно, такая прыть появляется дикая. В общем, ладненько, держим путь. Тут идти на самом-то деле копейки, но с учетом, что жизни здесь хватает, эти копейки растянутся в весомые минуты. Мы с Андрюхой обговорили контрольное время, когда я должен появиться. И, в общем, если я не появлюсь, я ему говорю, иди к проходной и кричим там: «Отдайте ша! Верните его обратно!» Ну, в общем, надеюсь, это не понадобится. Все, ладненько, ребятки, движемся. Одному быть и сложнее, и проще. Сложнее, так как зрение у меня не очень, и Андрюха скорее бы увидел какое-то палево. Да и так, 2 головы всегда лучше. Но один я более мобильный. Коли что случится, убежать не будет проще. Потому иду к домам, а по пути изучаю, где лучше и менее заметно пройти к той или иной точке. Многие спрашивают, какой программой я пользуюсь для офлайн-навигации. Я делал обзор на эту тему на своем лайв-канале. Ссылку кину в описании. Посмотрите потом, может поможет. Здание местной поликлиники. Пожалуй, надо в него зайти перед тем, как водонапорную башню посетить. А то я люблю тут всякие медсанчасти. Периодически раздаются какие-то совсем неестественные звуки, которые заставляют немножечко посидеть на месте. Буквально за моей спиной кто-то пошел, но я очень рад за них, а я к ним присоединяться не хочу. По прошествии 5 минут ничего не изменилось. Сижу также за бетонными плитами, никто больше не идет, поэтому думаю, что можно выдвигаться. Сколько я посетил забросов в своей жизни, не счесть. Но каждый раз, попадая в такие места, испытываю чувство горечи. Ведь строители строили эти здания, после в них жили, работали. Каждая комната видела радость, грусть и многие другие человеческие эмоции. Конечно, этим домам не так много лет, и они не так пропитаны историей, как дореволюционные постройки, но все же. И вот они стали никому не нужны. Уехали жители. Руководству этих краев не захотелось как-то применить их по назначению. Проще выдрать батареи и трубы на металлолом, попутно побив окна, и в итоге остались дома. Одинокие, с ранами протекающих крыш, с зияющими пустотой окнами и обшарпанной краской в помещениях. И лишь гуляющий сквозняк пытается сымитировать бурлящую давным-давно жизнь, выводя меня из грустных думок и немало при этом пугая. Ведь я, начитавшись информации в интернете, так и не имею представления, как охраняется этот городок.
С одной стороны, тот парень, может что-то типа местного ЧОПа. Но кто же тогда другие, увиденные мной? Может, просто любопытствующие, давшие на лапу охраннику и получившие возможность погулять спокойно там? Непонятно, да и узнавать не хочется. К тому же языковой барьер может этому воспрепятствовать. Потому идем и тихонечко осматриваем все вокруг. Чуть погуляем по поликлинике и пойдем к водонапорной башне. Здесь, видимо, была табличка с подсветкой. Там отделение, которое находилось на этом этаже. Какое-нибудь хирургическое, судя по обломкам. Пойдем внутрь, пожалуйста. На самом деле такой приятный такой цвет. Покрашены стены. Прям какой-то он весенний, что ли. Позитивный. Мне нравится. А вот то, что были покрашены стены до этого, не так позитивно. Опаньки. Здесь, наверное, операции какие-нибудь проводились. Знакомые лампы же. Точнее, остатки от ламп. В общем, я не очень понимаю, зачем охранять этот городок. Потому что состояние его чуть более чем распотрошенное. Здание, конечно, еще, может быть, можно сохранить. Как оно все жутко-то скрипит. Но коммуникации нет, все делать заново. По-моему, дешевле сейчас сызново построить, чем заниматься каким-нибудь восстановлением существующего. Я надеюсь, у Андрюхи все нормально, и он уже сейчас ковыляет по шоссе. Ну, ладненько. Потом вам расскажу, что здесь было. Сейчас оглянусь в окошко, прикину, как я пойду к водонапорке. Ну, как вы можете заметить, городок-то относительно небольшой, потому что вот, пожалуйста, та самая Пизанская труба. С другой стороны до нее тут несколько сотен метров по прямой. Поэтому, конечно, в принципе, основное мы с вами посмотрели. Душа моя спокойна. Но я еще хочу под конец выйти на центральную улицу, быстренько вот так вот снять перспективу домов и валить. Такое чувство, что в одном из бывших кабинетов здесь кто-то себе устроил ночлежку, потому что мы точно так же подметали весь мусор, чтобы поставить палатку и спать, когда шли в Припять. Так, а вот и водонапорная башня. Сейчас нам надо будет туда подобраться. Еще без понятия, как я это буду делать, но судя по тропинке, это сделать не проблема. Главное, чтобы никого там не встретить по пути. За этими скрипучими дверьми никогда не поймешь, заходит кто-то реально, или это все-таки ветер прокалывается. Очень напрягает. Объект вожделения близок. Ну что, башенка, пустишь меня к себе в гости ненадолго? Я буду очень благодарен. Проходим, ребят. Красота. Блин, ну какая лестница здесь ведет. Это тоже что-то с чем-то. Ладно, деваться некуда. Ползем наверх. Немножечко очковенько стоять на этом всем деле. С учетом, что конструкции, скажем так, отдают надежностью. Я одной рукой держусь. Хотя, впрочем, вот пол. Это пол. Да. Есть некоторый элемент риска. Если я сорвусь, то через раз, два, три буду внизу. Так что да, наступать сюда что-то вообще не хочется. Лезть по таким конструкциям, безусловно, и очевидно, что опасно. Но коли поставлена такая цель, то надо максимально снизить риски. Пол ненадежен, поэтому высматриваем надежные конструкции, за которые можно зацепиться руками, если покрытие под ногами проломится. Руки у меня сильные, потому рассчитывать на них вполне могу. Надежность конструкции определяется визуально и физически, ее рывком. Коли в руках не осталось и держится крепко, можно использовать. Впрочем, там тоже много нюансов, понимать которые учишься со временем. По большому счету, тут надо переступить полог и уже оказываешься на бетонном основании. Далее путь вверх. Мы оказываемся между внешней стеной башни и резервуаром для воды. Так как отсюда ничего не видно, то сразу лезем на вершину резервуара, а оттуда уже вещаем на камеру. К сожалению, здесь не подберешься к тому краю, потому что крыша обвалилась и, естественно, она проломится туда дальше вниз.
Поэтому на основную часть городка не посмотришь. Обломала меня вся эта постройка из деревьев, деревянная. Так что вынужден довольствоваться малым и посмотреть на ту часть городка, откуда я пришел. Ну ладно, хотя бы так, хотя бы с высоты немножечко. И... Водоплавающая. Да, знатно мне эта деревянная штука вся обрушившаяся испортила мазу пройти и посмотреть на городок с той стороны. Стою я вообще, конечно, не шибко в удобной, скажем так, позе на маленькой кромке этого бака. И самое, конечно, жутковато, что мне сейчас опять слезать в ту вот эту вот дичь, блин. Ой, прогнившую. Ну, ладненько. На нет и суда нет. В любом случае, конечно, хоть чуть-чуть так посмотрели. Сверху выше 5-этажек, уже хорошо, уже замечательно. Но так, немножко меня на всякий случай. А то мало ли подумайте, что не я снимаю. Кстати, что меня прикололо, тут даже отопление было у бака, для того, чтобы народу, который обслуживал все это дело, было более-менее комфортно здесь работать. Отопление, освещение, в общем, все дела. Ну и воды немножко. Ну что ж, спасибо тебе, башенка, за то, что приняла, отпустила. Жаль, только вот на крыше совсем до конца мы не попали. Ну и давай, ладно. Все, ребят, начинаем потихоньку выбираться наружу. Я включу режим N1, наглость 1, и просто уже иду по улочке. Вот, собственно, сейчас вам покажу центральную улицу этого военного городка. Скрунда 1. Город-спутник обычного гражданского городка Скрунды. Дом 6, квартиры такие-то. И тут я понял, что я просто хочу забраться на крышу одного из жилых домов на главной улице этого городка, посмотреть состояние крыши, просто быстренько отснять вид именно оттуда. Увидел, проходя по подъездам, потому что я сейчас в поисках выхода на крышу. В крайнем подъезде его не оказалось. Вот такую вот пломбу бумажную. Сейчас соединю вместе. Вот что она гласит. Так что так, ну как видите, на пломбе все названы. Двери все открыты. Виной ли тому сквозняк, виной ли тому действия умышленные лиц, я вам уже не скажу. Но почему-то я думаю про второе. И все-таки грамотные люди здесь жили. Даже не поспоришь. Что такое быть победителем по жизни? Из 3 подъездов этого дома выход на крышу оказался в 3-м подъезде, который я посетил. Самый дальний от меня. Блин. Так, ну, а выбраться здесь можно с помощью тумбочки, какой-то матери и так далее. Но первая попытка оканчивается неудачей. Хоть мой рост и 1,78 м, но даже вытянув руки, мне не достать до верха, чтобы ухватиться. Ок. Слезаем. Идем в квартиру в поисках чего-либо. Комната. Пусто. На полочках. Пусто. Кухня. Ничего интересного. Еще одна комната. Аналогично. Идем в соседнюю квартиру. Пусто. Пусто. Встречаем интересную деталь. Раньше, еще в советское время, обои клеили на газеты. То есть клеили на стену газеты, тем самым выравнивая мелкие неровности, а затем уже поверх обои. Отслоившиеся от влаги обои в этой квартире явили нашей камере выпуска газеты «Правда» от 3 мая 1982 года. Старше меня на 2 года, однако. После ознакомления со свежей прессой был найден сливной бачок, который я выгрузил на тумбу и с помощью этой шаткой валкой конструкции таки залез на крышу. Как я не кочебрякнулся оттуда, до сих пор остается мне непонятно. Решил немножко постараться, чтобы забраться. Ну что, состояние крыши нормальное, в принципе. Подзалили ее немножко битумом. Ну а леса выглядит так. Я тихонечко приближаюсь, чтобы меня сверху не спалили, потому что я здесь как на ладони виден. Да, даже примерку, пожалуй. Вот таким макаром. Главное
центральную вместе с Колумбией. Все, ребят, спускаюсь вниз и нафиг валю отсюда. Ну а теперь точно уходим, потому что несколько часов назад уже было чувство голода, и, в принципе, оно уже даже успело притупиться, но, тем не менее, нужно покушать, и нам сегодня летать в Калининград. Так что, go, ходу. Мне что-то лень стало идти в обход, поэтому я заморочился по-другому, дошел до этой канавы, спустился вниз, кромки воды, перешел вот там вот вдали по трубе, если видите, надеюсь, видите, и сейчас иду немножечко обратно. С той стороны находится КПП. Испытывать наглость я, пожалуй, не буду, проходя через КПП изнутри. Поэтому сейчас пойду немножечко здесь поодаль и обойду это КПП со стороны. Перелезу. И тем самым немножко сокращу себе путь. Вот так вот. Че, ребят, хотите поржать? Зря я сейчас шел всеми этими ебями. В общем, ситуация получилась примерно такая. Я, продвигаясь по речке, которая находится где-то вот, где вот эта тень, ну, точнее, заканчивается чуть поодаль, увидел вот эти вот ворота, приняв их за КПП. С того угла просмотра они еще смотрелись под закрытыми. И я так подумал, зачем искушать судьбу? Не пойду я там. Ну и дальше вы видели, как я там пробирался. В общем, не туда мой взор был повернут, на самом деле. С обратной стороны-то еще есть одно КПП. И что его не приметил, ну ладно, спишем на усталость. В общем, вот там закрытая территория. Вот здесь вот течет речка, ров, выкопанный перед ней. Ну, собственно говоря, я обошел немножечко со стороны. То есть, как вы понимаете, тут забор идет метров 50 вправо, метров 50 влево. Вот и все дела. GoPro села, поэтому попробую что-нибудь изобразить с камерой. Так, сейчас к КПП подойду. Узнаю, что нужно, чтобы пройти к ним на территорию. На КПП пусто. Вообще никого. Люди, без там озона, не знаю, что переводится, но какая-нибудь опасная зона, каким-нибудь там людям вход воспрещен, неавторизованным, лесенка для осмотра грузового транспорта, въезжающего, выезжающего, знак «Стоп». Здесь тоже что-то по-латвийски написано, не по-нашему, скажем так. Сгоревшее строение, это было КПП. Так я что-то и не понял, она то ли охраняется, то ли не охраняется. Уже задолбали меня парить. Но в любом случае никого здесь нет. Уже некоторое время. И входи, кому не лень. Вот вам весь за вас. Нафиг мы там выпендривались, как-то бродили. Вообще не понимаю. А вот вам, кстати, объяснение, почему я подумал, что там тоже какой-то КПП и закрытые ворота. Во-первых, я был снизу, не видел этого поворота от дороги. Ну и смотрелось это все вот довольно-таки явно. А оказалось, что все не так, если смотреть под другим углом. Ладно, там Андрюх, наверное, уже волнуется. Пойду я к нему. Ну а вот и наша приныканная машинка. Заждавшийся Андрюха. Как нога? Нормально. Нормально, говорит. Слушай, я там нормально исползал. Короче, я тебе сейчас все расскажу. Вот. Было весело. Что-то там говорит. Ну, в общем, вроде как 2 часа где-то я ползал, да. И вот мы уже едем в машине. Для меня загадкой остается, что за тот чел был, который там все грозился полицию на нас вызвать. Но Андрюха, который здесь ждал меня без малого 2 часа. Да, короче, этот чел подошел, вот так вот посмотрел в машину, прошел мимо. Через 5 минут вернулся, опять посмотрел машину и прошел мимо. И, в общем-то, все. Чего больше не сказал, не спросил. Я что-то подозреваю, что этот чел был на одной из машин, которые уезжали вот от псевдо-КПП, того места, которое я принял за КПП. Ну, в общем, такие вот дела, ребят. Посмотрели мы Скрунду, посмотрели мы этот заброшенный городок, посмотрели поле, где раньше были РЛСки, прогулялись как следует. Ну, надеюсь, что-то полезное для себя вы уяснили в этом видео. А мы едем дальше. Дальше будем сниматься. Так что лайк, подписка. С вами был МШ, Андрей Нефедов. До новых встреч. Всем пока.